10 марта президент Турции Эрдоган посетил Москву по приглашению Владимира Путина. Западные эксперты и СМИ смотрят на эту поездку с большим беспокойством и подозревают, что турецкий лидер задумал предательство в отношении ЕС и НАТО. Судя по повестке переговоров, эти опасения вполне могут оправдаться, но европейцам стоит винить только себя. Их же никто не заставлял поддерживать путч против Эрдогана, а вот Путин в трудную минуту протянул ему руку помощи. В этих условиях даже такой аморальный и не всегда разумный политик, как Эрдоган, легко придет к выводу, что сотрудничество с Россией все-таки предпочтительнее работы с европейскими или американскими элитами, которые хотели его убить. Если взглянуть на список вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах с Путиным, создается впечатление, что турецкие чиновники писали его специально, чтобы позлить Брюссель и Вашингтон. Чего стоит только вопрос о приобретении российского комплекса С-400, который гарантированно приведет в бешенство руководство НАТО и сильно разозлит американское оружейное лобби. Прошлую попытку Турции диверсифицировать поставщиков оружия и купить китайское ПВО американцы смогли пресечь с помощью дипломатических угроз и жесткой пиар-кампании в СМИ. Но это было еще до того, как Эрдоган окончательно убедился в том, что Вашингтон хочет увидеть его в гробу в самом прямом смысле этого слова. То, что выбор пал именно на российский комплекс ПВО, объясняется несколькими причинами. Во-первых, это хороший способ сделать приятно лично Владимиру Путину. Во-вторых, российское ПВО – самое лучшее ПВО на планете, а уж по соотношению цена-качество ему вообще нет конкурентов. В-третьих, вполне возможно, что у Эрдогана появилась потребность застраховаться от ситуации, когда его вдруг решат немножко побомбить, например, его бывший американский или европейский союзник. Да, сегодня Турция – это страна НАТО. Но кто знает, что будет завтра и какой очередной военный путч или мятеж ему могут устроить. А если вдруг начнется гражданская война, вдруг американцы или европейцы захотят помочь мятежникам бомбовыми ударами по резиденции президента? Вот для того, чтобы не повторить судьбу Каддафи или Хусейна, у которого в самый нужный момент отказали системы ПВО, купленные на Западе, стоит купить С-400. Пиар-эффект и бешенство европейских партнеров в данном случае просто вишенка на торте для турецкого лидера. Безусловно, главной темой визита будет Сирия, и тут у России и Турции есть уникальный шанс решить сирийский вопрос за спиной США. Пока американцы заняты политической гражданской войной, а их структуры, отвечающие за внешнюю политику, являются практически недееспособными, для России и Турции буквально настежь открывается окно сирийских возможностей. Интерес Анкары заключается в том, чтобы быстро и эффективно придушить курдское военное присутствие в Сирии и тем самым сильно ослабить вероятность успешных действий курдов в самой Турции. С учетом того, что некоторые курдские группировки активно поддерживались США, сделать это было практически невозможно. Но вот прямо сейчас можно эту проблему решить, по крайней мере, частично. Дополнительно Эрдогану нужно каким-то образом добиться того, чтобы позиция так называемого туркоманского меньшинства, которое многим туркам близко, так же как россиянам близки граждане ЛДНР, улучшилась в послевоенной Сирии. Со своей стороны Россия заинтересована в устранении так называемых умеренных террористов, которых в Сирии расплодили спонсоры из ЦРУ и Пентагона, в том числе пользуясь прозрачной границей с Турцией и тем, что власти Турции зачастую слишком лояльно относились к этим группировкам. И, конечно, нам очень желательно обеспечить стабильную позицию Асада в качестве общепризнанного руководителя послевоенной Сирии. Если посмотреть на российские и турецкие пожелания в комплексе, то они вполне выполнимы, и при желании можно обеспечить выгодный для всех компромисс. А вот если сюда добавить США, которым нужно будет как-то продвигать интересы так называемой умеренной оппозиции, то все уже станет намного сложнее. Даже в этих условиях можно будет добиться прогресса, но это будет не так просто. А вот если решить проблему на двоих, пока американцы заняты разборками между трампистами и клинтоноидами, то все будет намного проще. Если все пройдет хорошо, то когда американцы очухаются, предмета для торга или уже вообще не будет, или им придется торговаться с очень неудобных позиций. Кстати, Тель-Авив все вышесказанное уже давно осознал, и потому израильский премьер Нетаньяху постарался попасть к Путину раньше Эрдогана в надежде, что израильские интересы тоже таки будут учтены при решении сирийского вопроса.
Помимо этого, Нетаньяху, конечно, попытался заручиться поддержкой российского президента в конфликте с Ираном, но тут у него особых успехов не зафиксировано. В ответ на его заявление, что Иран хочет уничтожить Израиль так же, как это было 2500 лет назад, Путин предложил израильскому политику не судить Иран по лекалам V века до нашей эры и сказал, что мы сейчас живем в другом мире. По итогам этих двух визитов можно предсказать, что в западных СМИ снова начнут появляться статьи о том, что Москва становится центром решения проблем на Ближнем Востоке, отобрав пальму первенства у Вашингтона. По мнению западных экспертов, которые будут ныть, что Путин опять переиграл американский истеблишмент, причина состоит в том, что Путин не боится применять силу, а вот США сдерживаются и вообще ведут себя не так, как подобает сверхдержаве. Ну пусть так и дальше думают. Хорошо, когда враг ошибается. Восток действительно уважает силу, но силы мало, нужна еще и мудрость. Владимир Путин, в отличие от, например, Хиллари Клинтон, как раз и зарекомендовал себя как мудрый и честный политик, который всегда рассудит по справедливости. Российское сочетание силы, мудрости и честности встречаются реже и ценится больше, чем вода в Аравийской пустыне. Сила России в правде, подкрепленная ракетами «Калибр». И вот этому конкурентному преимуществу США не могут ничего противопоставить.